Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Вязаные аксессуары. Сегодня мы будем вязать с вами очень классную шапочку, абсолютно универсальную модель. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Отлично подойдет для мальчишек. Очень простой узор, идеальная посадка по голове. Вяжется очень просто. Шапочка эта с отворотом. Отворот у меня не фиксированный, благодаря чему вы можете регулировать высоту этой шапочки. Она идеально садится. Вязала я ее на окружность головы 55-57 сантиметров. У меня ушло на нее ровно 2 моточка пряжи Drops Nord Mix. Здесь у нас в 50 граммах 170 метров. Я вязала в 2 ниточки. Вот ровно 2 моточка у меня ушло, немножечко осталось. Раппорт узора на данную модельку получается 8 петель в ширину и 14 рядов в высоту. Узор очень простой, справится даже новичок. В высоту я провязала ровно 3 раппорта и перешла к убавлениям. Вот такая макушечка очень классная. Сейчас я покажу вам, как смотрится на манекене. Вот так макушечка смотрится на голове. Вот так шапочка смотрится на голове. Покажу вам. Такая посадка у нее. Количество петель для данного узора, для данной шапочки у нас должно быть кратно 8, так как у нас раппорт состоит из 8 петелек. Вот такая замечательная модель. Для того, чтобы связать данную шапочку, вам нужно связать образец, так как у всех разная плотность вязания, разные спицы, возможно, разная пряжа. Вяжите образец чуть больше 10 сантиметров в ширину. Узнаете, измеряете, вернее, сколько петель в 10 сантиметрах, потом сколько петель у вас получается в 1 сантиметре. Это количество петель вы умножаете на свою окружность головы, и полученное число, да, это ваше количество петелек, вы доводите до кратного 8. И плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. Делайте свои расчеты и давайте приступим к вязанию. Итак, нам понадобится 2-3 моточка пряжи. У меня это Drops Nord Mix. Цвет, кому интересно, 0,8. Здесь в 50 граммах 170 метров. В составе 45% альпака, 30 полиамид, 25% шерсть. Итак, вязать я буду в 2 нити. Спицы номер 3,5 на леске. Можно на укороченной, но тогда вам понадобятся чулочные спицы. Можно на длинной леске. Ножницы, сантиметровая лента, иголочка, маркер. И вот схема для данного мастер-класса. Итак, вязать мы будем с вами шапочку с отворотом. Количество петель для данной шапочки у нас будет кратно 8. Раппорт узора у нас 8 петель в ширину и 14 рядов в высоту. Итак, давайте приступим к вязанию. Отматываем необходимое количество нити. Располагаем нить так, чтобы нить отмотка была на указательном пальце, кончик на большом. И я буду набирать на одну спицу обычным способом 113 петель. 112 для основного полотна и 1 петля для замыкания вязания в круг. Вяжу я в 2 ниточки. И вот таким образом мы набираем необходимое количество петель. После того, как мы с вами набрали необходимое количество петель, замыкаем вязание в круг. Для этого с левой спицы на правую первую петельку мы снимаем, и с правой спицы на левую набрасываем вот на эту петлю, сбрасываем ее, подтягиваем.
Возвращаем петлю на левую спицу. Так как шапочка у меня с отворотом, для красивого края я вязание разворачиваю. Если вы будете вязать шапочку без отворота, можно вязание не разворачивать. Итак, и далее мы начинаем с вами провязывать резиночку. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так мы продолжаем до конца ряда. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот таким образом. Итак, провязали ряд до конца. Можно повесить маркер. И далее мы продолжаем с вами провязывать 1 лицевая, 1 изнаночная нашу резиночку на необходимую высоту. Я буду провязывать приблизительно 13-14 сантиметров. Если вы хотите шапочку без отворота, то можно провязать где-то 5-6 сантиметров. Провязываем самостоятельно и встретимся с вами, когда уже будем переходить к вывязыванию основного узора. После того, как мы провязали с вами необходимую высоту резинки, итак, давайте измерим. У меня это 14 сантиметров. Переходим к вязанию основного полотна нашей шапочки. Итак, я перешла на спицы с длинной леской. Нам понадобится еще дополнительная спица. Кому удобно, можно и без нее обойтись, в принципе. Здесь перекрещивания очень простые. Итак, раппорт узора 8 петель в ширину и 14 рядов в высоту. Можете сделать скриншот, если хотите побыстрее вязать. Итак, условное обозначение. Изнаночная петля, лицевая петля. Далее вот такое перекрещивание у нас в 7 ряду. Оставляем 1 петлю на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, и провязываем потом петлю со вспомогательной спицы. Мы перекрещиваем. И вот такое вот обозначение. Здесь мы оставляем 1 петлю на вспомогательной спице перед работой. Далее провязываем 1 изнаночную. Здесь, видите, обратите внимание, здесь мы при перекрещивании провязываем 1 лицевую, потом далее со вспомогательной спицы мы петельку провязываем изнаночную, да? А здесь мы оставляем 1 петлю на вспомогательной спице перед работой, далее 1 изнаночная петля и провязываем петлю со вспомогательной спицы лицевой. Ну, сейчас мы вот в процессе все посмотрим, как это провязывается. Итак, давайте приступим. Первый ряд и начинаем раппорт. Итак, первую петлю мы провязываем 1 лицевая у нас, далее 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1 лицевая петля. Мы провязали с вами раппорт. Повторяем: 1 лицевая, далее 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, 1 лицевая. И таким образом вы продолжаете провязывать необходимое количество раппортов до конца ряда. Провязываем самостоятельно. Провязали первый ряд и далее 2, 3, 4, 5 и 6 ряд вы провязываете как первый. То есть еще 5 рядов вы провязываете как первый ряд. То есть вы провязываете все петельки по рисунку. Просто над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая. Это наш раппорт. Все провязываем самостоятельно. Еще 5 рядов, как первый ряд. Итого у нас будет 6 рядов. И увидимся с вами в 7 ряду. Итак, ну вот мы провязали 6 рядов. И переходим к вязанию 7 ряда. В 7 ряду мы будем делать перекрещивание. Итак, оставляем 1 петлю на вспомогательной спице перед работой. Смотрите, как мы будем перекрещивать. Итак, подхватываем 2 изнаночную петельку. Вот таким образом. И меняем их местами.
первая петля у нас перед работой, вторая за. Перекрещиваем их, провязываем одну изнаночную петлю, провязали, далее одну лицевую. Все, мы сделали перекрещивание. Далее провязываем 4 изнаночные петельки. 1, 2, 3, 4. Провязали и опять делаем перекрещивание. Изнаночная петля у нас за работой, лицевая перед. Подхватываем лицевую петельку, меняем их местами, вот так перекрещиваем, провязываем одну лицевую. Так, я перекрещенно провязала. Вот так. Провязываем лицевую, далее изнаночную. Все, мы провязали с вами раппорт. Давайте повторим. Перекрещиваем лицевую петлю с изнаночной. Лицевая у нас перед работой, изнаночная за работой. Перекрестили. Провязываем 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее перекрещиваем изнаночная за работой, лицевая перед работой. Вот таким образом. Возвращаем на место. 1 лицевая. Так, опять я провязала ее скрещенной. Вот, смотрите тоже, чтобы у вас лицевые петельки не перекручивались. Вот 1 лицевая, 1 изнаночная. Все, провязали второй раппорт. И так продолжаем до конца ряда. 8 ряд. Итак, смотрите. Сейчас, секундочку. Провязываем 1 изнаночную петельку. Далее опять делаем перекрещивание. Лицевые петли у нас всегда сверху, так вам будет легче запомнить. Они всегда должны быть сверху, поэтому перекрещиваем лицевую и изнаночную, лицевая перед работой, изнаночная за работой. Перекрестили, провязываем 1 изнаночную петлю и 1 лицевую. Все, лицевая петля у нас всегда сверху. Далее 2 изнаночные. Опять перекрещиваем изнаночную и лицевую петельку. Изнаночная за работой, лицевая перед работой. Провязываем лицевую, изнаночную и еще 1 изнаночная. Все, мы провязали раппорт. Давайте повторим. 1 изнаночная. Перекрещиваем лицевую с изнаночной петлей. Лицевая перед работой, изнаночная за работой. 1 изнаночная, 1 лицевая. Видите, лицевые петельки у нас всегда сверху. Далее 2 изнаночные. И опять перекрещиваю. Изнаночная за работой, лицевая перед работой. 1 лицевая. Так, 1 лицевая, 1 изнаночная и еще 1 изнаночная петелька. Все, провязали второй раппорт. И так мы продолжаем до конца ряда. 9 ряд. Итак, провязываем 2 изнаночные петельки. 1, 2. Далее делаем перекрещивание. Лицевая перед работой, изнаночная за работой. Перекрещиваем их. Провязываем 1 изнаночную петельку, 1 лицевую. Далее опять делаем перекрещивание. Изнаночная за работой, лицевая перед работой. Возвращаем на место. Провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную. И далее еще провязываем 2 изнаночные петли. 1, 2. Все, провязали раппорт. Повторяем. Провязываем 2 изнаночные. Перекрещиваем лицевую и изнаночную. Провязываем 1 изнаночную петлю, 1 лицевую. Далее перекрещиваем опять изнаночную и лицевую. Провязываем 1 лицевую,
1 изнаночную и еще 2 изнаночные, простите, петли. Все, провязали второй раппорт. И так повторяем до конца ряда. 10 ряд. И в 10 ряду мы провязываем с вами 3 изнаночные петли. 1, 2, 3, 2 лицевые, 3 изнаночные. И вот мы провязали с вами раппорт. Повторяем. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Провязали второй раппорт. И таким образом вы провязываете до конца ряда. Провязали 10 ряд и далее 11, 12, 13 и 14 ряд вы провязываете как 10. То есть сейчас вы провязываете все петельки по рисунку. Еще 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Провязываем самостоятельно 4 ряда. Все петли по рисунку. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Это наш раппорт. То есть провязываем так же, как и 10 ряд. Еще 4 ряда. Итак, ну вот мы провязали 14 рядов. И мы провязали раппорт в высоту. Вот что у нас получилось. И далее вы повторяете с 1 по 14 ряд на необходимую вам высоту. И уже будем переходить с вами к убавлениям. Провязываем самостоятельно. И встретимся с вами, когда будем уже переходить к убавкам. После того, как мы провязали на необходимую нам высоту, я провязала 3 раппорта. Получилось у меня 14 сантиметров приблизительно основное полотно. Если все вместе с резиночкой, то где-то 26,5 сантиметров. 27. Так, сейчас покажу. 27 сантиметров от начала. И переходим с вами к убавлениям. Итак, первый ряд. Провязываем 2 изнаночные. Далее нам нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. У меня изнаночная стоит левой стенкой ко мне, поэтому я ее разворачиваю и провязываю вместе с лицевой петлей с наклоном вправо. Провязали. Далее провязываем лицевую с изнаночной вместе, лицевой с наклоном влево. Разворачиваю лицевую петельку левой стенкой ко мне и провязываю вместе с изнаночной лицевой петлей. И еще провязываю 2 изнаночные. Все, мы сделали убавление в раппорте. И так мы повторяем до конца ряда. Давайте еще раз повторим. 2 изнаночные петли. Далее разворачиваю изнаночную. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее разворачиваю лицевую. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. И так продолжаем до конца ряда. Второй ряд, и во втором ряду мы провязываем все петельки по рисунку без убавок. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. И так провязываем до конца ряда. Третий ряд убавлений. Итак, начинаем. Провязываем 1 изнаночную, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. И так повторяем до конца ряда. Это у нас один раппорт, вернее убавление в одном раппорте. Давайте еще раз повторим. 1 изнаночная, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. Все, продолжаем так до конца ряда. Четвертый ряд. И в четвертом ряду мы провязываем все петельки по рисунку без убавлений.
1 изнаночная, 2 лицевые. Сейчас, секундочку. Далее у нас опять 1 изнаночная. И так повторяем. 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Все петельки по рисунку, без убавлений. 5 ряд. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так повторяем до конца ряда. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 6 ряд. И в 6 ряду мы провязываем все петельки по рисунку без убавлений. В 6 ряду у нас все петли лицевые. Провязываем так до конца ряда. 7 ряд. И в 7 ряду мы провязываем все петельки вместе лицевой с наклоном вправо. Так как они у меня уже стоят правой стенкой ко мне, я их не разворачиваю, а просто провязываю вместе, по 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Продолжаем так до конца ряда. Итак, вот мы закончили убавление. На спицах у меня осталось 14 петель. Отрезаем нить, оставляем кончик 10-15 сантиметров и переносим все петли на иголочку. И будем стягивать макушку. Вот таким образом. Перенесли петельки. Далее выворачиваем нашу шапочку на изнаночную сторону. Подтягиваем аккуратно. Смотрите, чтобы нить не порвалась. И далее по кругу мы через эти петельки еще проходимся. Тем самым мы зафиксируем нить и заполним эти петельки, через которые стягивали макушку. Вот таким образом. Итак, ну вот наша шапочка готова. Далее делаем влажно-тепловую обработку. Стираем при температуре воды не выше 30 градусов со средством для стирки шерстяных и деликатных изделий. Я стираю руками. Аккуратно прополаскиваем, не выкручиваем. Можно отжать чистое полотенчико и выкладываем на ровную поверхность в развернутом виде. Периодически изделие переворачиваем до полного ее высыхания. Далее прячем все кончики и носим с удовольствием. Такая замечательная шапочка у нас с вами получилась. Она потом вся расправится. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Применяйте, буду очень рада. Всем всего доброго и ровных 7 петелек.